Недавно я получила от своего читателя такой вопрос. Как вы считаете, стоит ли использовать международные стандарты в управленческом учете? Многие специалисты утверждают, что если бухгалтерский учет в компании уже ведется по МСФО, то бухгалтерская и управленческая отчетность в этом случае будут идентичными. Поэтому никакой практической пользы нет в таком подходе. Прежде всего, я хочу поблагодарить читателя за вопрос. Свой ответ я разделю на 3 части. Для начала давайте разберемся в понятиях бухгалтерский учет, финансовый учет и управленческий учет, чтобы не было путаницы в дальнейшем. Итак, бухгалтерский учет – это система непрерывного и сплошного отражения в денежном выражении информации о состоянии и движении ресурсов и обязательств компании методом двойной записи. Чем важен метод двойной записи? Он позволяет не только фиксировать наличие или движение ресурсов компании, но и показывает источники, за счет которых эти ресурсы формируются. Таким образом, сразу формируется баланс, в котором одна часть активы отражает наличие у компании ресурсов, а вторая часть пассивы отражает источники или средства формирования этих ресурсов, которые могут быть либо собственными, либо заемными. Бухгалтерская информация, прежде всего в виде бухгалтерской отчетности, потенциально интересна 2 категориям пользователей. Первая категория – это внешние пользователи – инвесторы, кредиторы и контролирующие государственные органы. Вторая категория – внутренние пользователи – руководители, сотрудники и собственники компании. Соответственно, этим 2 категориям пользователей бухгалтерский учет и отчетность подразделяются на 2 вида. Финансовый учет и финансовая отчетность, и управленческий учет и управленческая отчетность. Очень часто у руководителей компании возникает вопрос, является ли управленческий учет бухгалтерским? Да, если отражение хозяйственных операций в управленческом учете ведется методом двойной записи, но не обязательно. Например, в пору становления управленческого учета в Беларуси некоторые компании вместо метода двойной записи использовали так называемый регистровый метод учета. В этом случае управленческий учет трудно назвать бухгалтерским, поскольку регистровый метод использует способ учета приход-расход. Регистровый метод учета, в отличие от метода двойной записи, менее удобен, так как не позволяет наглядно взаимоувязать активы компании с источниками, за счет которых они были получены. Например, чтобы отразить хозяйственную операцию по оприходованию товара, нужно сделать 2 отдельные записи. Сначала отразить по номенклатурной позиции его поступления в журнал товары, а затем записать соответствующую сумму в разделе конкретного контрагента в журнале расчеты. Если по какой-то причине, а человеческий фактор всегда может случиться, вторая запись не будет внесена или будет сделана с ошибкой, то выявить несоответствие между стоимостью товара и обязательствами перед контрагентами за этот товар будет сложно. Более трудоемким будет и процесс сверки, сведения финансовой информации в балансовый отчет. Хотя автоматизация учета позволяет ускорить процесс формирования отчетности даже в случае применения регистрового метода учета. Если же брать в пример общепризнанную практику, то управленческий учет чаще ведется методом двойной записи и так же, как и финансовый учет, считается бухгалтерским. Поэтому называть термином бухгалтерский учет только финансовый учет не совсем корректно или необходимо уточнить, что в вопросе подразумевалось под этим термином. В следующей части моего ответа давайте определимся, чем же отличается между собой финансовая и управленческая отчетность. И здесь вновь необходимо вспомнить про 2 категории пользователей финансовой информации. Итак, внешним пользователям финансовой информации важно оценивать компанию как потенциальный объект инвестиций, это важно для инвесторов и кредиторов, или как объект контроля. Это важно для регулирующих и государственных органов. Их интересует деятельность и финансовые результаты по компании в целом, то есть в агрегированном варианте. Поэтому основные виды отчетов в финансовом учете – это баланс, отчеты о прибылях и убытках, движение денежных средств, движение капитала. Внутренним пользователям чаще важна информация для принятия тех или иных управленческих решений.
Основные требования к такой информации – оперативность и необходимая степень детализации. Поэтому она может быть предоставлена в разрезе различных объектов учета – регион, рынок, подразделение, вид продукции и так далее. Тем не менее, формирование оперативной и детализированной отчетности в управленческом учете не исключает факта востребованности агрегированной управленческой информации. Она также может быть представлена в формате 3-4 сводных отчетов по аналогии с финансовой отчетностью, то есть в виде баланса, отчетов о прибылях и убытках, движении денежных средств и движении капитала. В своей практике я достаточно часто сталкивалась с отсутствием у клиентов сводной управленческой отчетности. Возможно, это было связано именно с применением в управленческом учете регистрового метода учета и элементарной и простенькой автоматизации на базе Excel. Но были клиенты, которые хотели получить такую автоматизацию управленческого учета, которая бы позволила иметь сводную управленческую отчетность ежедневно, как в банке. На мой взгляд, это правильное стремление, особенно с точки зрения интересов топ-менеджмента компании. Итак, подведем итоги. Управленческая и финансовая отчетность предназначены для разных групп пользователей информации. Исходя из этого, управленческий учет и финансовый учет могут базироваться на разных стандартах, иметь отчетность разной степени детализации и вестись по разным объектам учета. Если для финансового учета важно видеть картину по предприятию в целом, то для управленческого учета важно видеть не только картину по предприятию в целом, но и в разрезе других объектов учета, например, регион, рынок, подразделение, вид продукции и так далее. В третьей части своего ответа я предлагаю поговорить о стандартах и практике их применения. Итак, стандартизация – это унификация правил, по которым составляется отчетность. Примером унификации на национальном уровне являются национальные стандарты. На международном уровне – международные стандарты финансовой отчетности. Таким образом, применение стандартов позволяет пользователям сопоставлять между собой отчетность разных компаний, либо на национальном, либо на международном уровне. Соответственно, это необходимо для принятия, например, инвестиционных решений. Требование формировать финансовую отчетность по национальным стандартам закреплено в законодательстве государства, резидентом которого компания является, а необходимость применять МСФО документами и соглашениями, регулирующими взаимодействие компании с инвесторами, банками, биржами и прочими организациями, которые будут выступать внешними пользователями ее финансовой информации. Что касается правил и стандартов ведения управленческого учета, то их компания устанавливает себе сама, своими внутренними регламентами. Поэтому часто управленческий учет также называют внутренним учетом. При этом важно помнить, что МСФО часто предусматривает несколько вариантов методов оценки активов-пассивов или способов отражения хозяйственных операций в рамках одного стандарта. За выбор того или иного варианта отвечает бухгалтер, исходя из своего профессионального суждения. Понимая разницу, для каких целей и для принятия каких решений нужна отчетность внутренним и внешним пользователям информации, он может применять различающиеся между собой подходы, которые при этом базируются на одном и том же стандарте МСФО. Поэтому управленческая отчетность, составленная на основе МСФО, не обязательно будет идентичной финансовой отчетности. Кроме этого, методология управленческого учета может быть миксом из международных, национальных, например, ГААП, стандартов и прочих подходов, выработанных компанией самостоятельно. Главное, чтобы этот микс методов позволял руководителям компании адекватно оценивать результаты деятельности и принимать эффективные управленческие решения. Надеюсь, мой ответ получился исчерпывающим.